Так, коллеги, доброго времени суток. С вами Атлант. Поговорим про цену биткоина. Открыт график биткоин к доллару. Дневной таймфрейм. Итак, первый момент, который мне был интересен, это все видели эту обложку. И также этот момент совпал, опять же, с нашим сильным уровнем, да, который я ранее отмечал и говорил, как я буду себя поведу в определенном с определенно сложившимися обстоятельствами, да, смотря как все это будет, как это все будет показывать нам график и вся структура, да, какой будет новостной фон. Интересно, да, на обложке видно, что сильно дует ветер на ней, им очень тяжело все это. В общем, как здесь сделано, да, интересно, и после определенного момента большая часть падает, да, как у нас здесь происходит в данный момент. Могут всех очень сильно напугать. Это одна часть, которая также повлияла на то, что, вернее, даже сначала у нас был подход к этому уровню, да, уже после этого выходила эта обложка интересная. Давай мы ее здесь оставим на графике. И следующий момент, который хотел показать. У нас была, помните, структура голова-плечи. Ранее была структура Ева, Адам, из которой была попытка, да, отработки ее, но она у нас уходила ниже, в район 101 тысячи. Часть мы из этого шорт-сценария часть закрыли с плюсами, переводили в безубыток, но от зоны неопределенности нас разворачивали, да, и тут здесь формировалась уже опять другая структура, здесь голова-плечи, в общем, попытка разворота. И по поводу голова-плечи также у нас была часть отработана, часть забрали. Цель у нас по перевернутой голова-плечи это 119-254, пока не отработано, еще есть вероятность туда сходить, но обратите внимание, у нас на дневном таймфрейме, вот здесь свечка доджи, зона неопределенности в районе 115 300 сейчас вот здесь находится, да, пробой этого уровня, еще раз пробой этого уровня, то есть вот здесь у нас был хороший пробой, возврат, и если сейчас у нас здесь поглощение, причем на пятницу, да, по пятницу, суббота, воскресенье, посмотрим, как это торгуется, если у нас будет поглощение, закреп ниже, тем более вот этого уровня, да, у нас есть шансы сходить еще более глубокую коррекцию, уйти в район золотого сечения для начала, да, по уровню Фибоначчи. Район золотого сечения это у нас, обратите внимание, опять уровень нами всеми горячо любимого изобретения Илона Маска, это Грок, уровень Грок, там, где он его открывал, это район 111 тысяч. Что сделал я, когда мы подошли к уровню сопротивления в этой области? Я закрыл очень старую позицию. Обратите внимание, цена открытия этой позиции была 24 тысячи. Это очень старая позиция. С 50-м плечом 18 тысяч процентов закрыли. Отлично. Часть из этой прибыли мы оставили в USDT и USDC на откупку актива глубже. По своим позициям ранее также говорил в прошлых видеообзорах. Посмотрите, изучите. Да? Я говорил, что я расставлял позиции в районе 60, в районе 92 тысяч, там, где у нас гэп есть, если вы помните, да, район 105 тысяч небольшие позиции есть, 94 тысячи золотое сечение и ниже, 92 тысячи, а также даже в районе 84, возможно, будем его ловить. Тоже посмотрим, это уже в дальнейшем, как пойдет дальше, как себя поведет дальше цена. В прошлом также показывал вероятности, да, как вот здесь у нас
помните, да, у нас было по Ева Адам, видеообзор был, показывал, как может себя повести цена. И здесь уже вероятность, когда он погиб, вырисовывал, также показывал, как он может отработать. Помните, да, перевернутая голова, плечи, она вот отсюда идет. И цель наверх, да, у нас. Смотрим, как она у нас отработала, да. Часть из этой структуры, часть отработала. И сейчас, да, пошел такой перекат. У нас ФРС. Здесь у нас где-то здесь был ФРС. Еще небольшой заброс сделали и видим, пока возвращается все это дело назад. В общем, как раз после ФРС, поскольку не было нормального движения и 20 на 0,25 базисных пункта, да, у нас сделали снижение ставки. Это и Пауэлл сказал, что это не повлияет сильно ни на что, поэтому здесь как минимум снижение надо делать на 0,75 и более. В общем, на рынке вы видите, да, это никак особо и не повлияло. Был небольшой подъем, и сейчас опять скатываемся назад к зоне неопределенности. Скорее всего, будем пробиваться вниз. У нас еще здесь проходит тренды, так об этом позже. В общем, я здесь принял решение закрыть часть позиций. Кто хочет нам закрытую группу, пишите в личку, ссылки в описании. Кто хочет получить систему Атланта, также пишите в личку, объясню, как это сделать. Или заходите в Telegram, читайте закрепленные сообщения, там все это расписано. Можете зайти к нам на сайт, посмотреть. Там тоже много дополнительного. Сайт только-только разрабатываем. Так. В общем, закрыли часть старых позиций. Это было по биткоин, а также закрыли линк плюс 3000, да, цена открытия с 9000 50 центов, и трон из крупных сделок, из старых крупных сделок. Обратите внимание, трон, средняя цена открытия еще 0,09 цента, 1 цент за монету тогда еще был, и сейчас 3,5 с 20-м ключом. Тоже очень хорошо себя показал актив. Ну, а также дополнительно целая грядка позиций дополнительных закрывал. Кто хочет посмотреть, что именно было закрыто, есть публикация в группе, приходите, смотрите. Здесь не могу открыть расширить, да, так как ругаются начальство. Так, в общем, по структуре перевернутая голова, плечи пока еще не закрыто. Этот сценарий пока еще открыт. Позиции, да, открыты. Пока мы не пробились и не закрепились ниже уровня 115 200 зоны неопределенности, уровень неопределенности из этого накопления ближайшего, да, пока мы не пробились ниже, не закрепились, у нас еще есть вероятность отработки PGIP в район 119 250. Но мы здесь и сейчас видно, что мы упираемся в уровень сопротивления, поэтому здесь опять же дополнительно подобрал шорт-позиции. Частично закрываю биткоин, именно спот. Закрою примерно около 50% от всего ранее накупленного спот. Переведу в USDT, USDC. И в дальнейшем будем откупать актив дешевле. Также в группе писал, сделал выборку по некоторым активам делал, да, и обратил внимание на монетку OP и WorldCoin VLD. Тоже обратите на это внимание. Монетки OP
и WLD, да, WorldCoin. Мне понравились их графики, то есть структура, да, и как мы там не спустились на дневных, на недельных таймфреймах, и внизу у нас есть накопление. И на монетках также формируется паттерн внизу, как голова, плечи. Такой. Уже посмотрим, как будет пробиваться, но в целом есть вероятность как раз походом биткоина вниз, его доминация может как раз, да, доминация, если будет снижаться, и из актива большой объем уйдет в другие активы, в другие монеты. То есть может хорошо на этом дать заработать. Вот такая история сейчас творится на графике. Что будьте осторожны, будьте аккуратны. По уровню Фибоначчи у нас из всей структуры, которая имеется, да, по уровню Фибоначчи, у нас ближайшая цель, которую мы не достали. Вот если бы здесь цена спустилась к 38% и сделала вот здесь небольшую остановку, накопление, и отсюда бы развернулись, то, возможно, бы сейчас мы не увидели вот этой коррекции. Даже невозможно, скорее всего, вот этой коррекции бы сейчас не было, да, а пошли бы дальше наверх, на высоту Фибы, и пришли бы к нашим целям, которые от 4.04, еще 4 апреля, получается, наши цели здесь, это еще с нами эти цели еще от 4 апреля. То есть мы их ждем. Уже скоро Новый год, а мы еще не здесь, да. Но мы эти цены увидим. Просто после какой коррекции, это уже другой разговор. Так, по движению, какая вероятность здесь есть? По движению здесь прям показывает нам сейчас, да, 0, А, Б, да, и здесь С. Здесь у нас такая четверка, по коррекция тройка в виде четверки, да, тройка идет. Или 5. Как раз сейчас посмотрим. Если единица, 1, двойка. Дальше тройку должны спустить ниже 78%. Коррекция четверка и окончание 5-я волна. И помните, если да, также из прошлого показывал, еще по старым записям, у нас есть область покупки крупного игрока. Это в районе 102 тысяч. И еще один момент. Не забывайте, что крупные игроки обычно работают в кросс. Да? На кросс-марже сидят. А еще большая часть ставит очень далеко стоп, за которым маркетмейкер любит охотиться. И вполне вероятно, что за вот этими коллегами, да, за этими деньгами будет охотиться маркетмейкер и может увести цену. Кстати, у нас из прошлого накопления цель попадает в 94 тысячи, а это у нас золотое сечение из большой структуры Фибоначчи. Это 93 600, а также у нас здесь находится гэп. Тоже уже многие его забыли про этот гэп. Он у нас как раз, смотри, на 65-66, да, процентов как раз в эту зону попадает. Я его здесь оставлю, чтобы не мешал. В общем, вот такая вероятность есть
не упускаем из виду, поэтому позиции, которые здесь подобрал, перевел в безубыток. Часть позиций закрою, если мы подойдем к уровню ГРОК, да, если нас сейчас не развернут, не выбьют их. Если выбьют, опять же, посмотрю, как цена будет себя вести. Еще раз говорю, надо будет посмотреть, как цена будет себя вести в районе 117 800 и район 115 300, 115 250. Тоже на эти моменты нужно будет обратить внимание. Так, господа, торгую я на бирже BingoX. Изолированная раздельная маржинальная торговля в режиме хеджирования, в режиме одного актива. Обязательно выставляйте эти параметры, чтобы открывать по несколько лонг и шорт позиций. Торгую я на бессрочных и на стандартных фьючерсах. Вот эти позиции были сделаны еще давным-давно на стандартных фьючерсах. Здесь мы открывали 50-е плечо, у нас есть 100-м плечом позиция еще открытая. У меня еще есть с этих уровней открыта позиция со 150-м плечом. И не только у меня. Привет, Андрею. В позициях в данный момент примерно по 50 тысяч процентов. 40-50 тысяч процентов в плюсе в одной только позиции, да. Здесь 18 плюс тысяч. Это вполне реальные, если вы будете все делать грамотно, то вы вполне можете достичь такого уровня, да, и достичь таких процентов. Если выработаете себе определенную стратегию, возьмете. И не на всех биржах это есть, вернее, этот момент есть только на бирже BingX. Это изолированная, раздельная, маржинальная торговля в режиме хеджирования. И обязательно в режиме одного актива это нужно поставить на бессрочных фьючерсах. Там есть дополнительная кнопка. В общем, выставляйте параметры и работайте аккуратно, идите за маркетмейкером. В общем, по тройке у нас здесь цель показывает сейчас 100 500, 100 400. Это 50% по уровню Фибоначчи из большой структуры. Первые цели, которые буду закрывать, это уровень ГРОК, золотое сечение. Из вот этого накопления вот здесь, поскольку было открыто несколько позиций, возможно, 38% надо будет прикрыть, да, это у нас здесь уровень шеи из прошлого, да, здесь подобрать небольшой лонг и опять в шорт уходить будем. Ну, опять же, все будем смотреть по нашей системе, по системе Атланта. Давайте еще посмотрим 15-минутный тайм. Так, на 15-минутном тайме мы что видим? У нас здесь было все размечено, да, у нас вот оно, заявление ФРС. Пауэлл. Здесь многие не знали, куда мы пойдем, видите, да, но опять же такие очень маленькие движения, не было хорошего выброса, не было вертолетов, прям хорошего сброса позиций не было. Если бы сбросили, то в дальнейшем рынок бы определил, в каком направлении двигаться. Поскольку этого не произошло, у нас было небольшое, опять такое накопление, и уперлись именно в нашу зону. Видите, да, у нас вот здесь прям четко видно золотое сечение, уровень, и уперлись прям четко в наше сопротивление и пошли вниз. После чего вот здесь Атлант подсказал, что шорт в приоритете. А еще, когда мы только-только, вот здесь была попытка этого пробоя, у меня прям здесь открытые сделки, и писал в закрытую группу о том, что здесь открывал несколько позиций. Часть спот биткоина закрыл, небольшую пока.
часть старых активов, ранее открытых, также позакрывал. Пока движемся. Смотрим, как здесь себя будет строить дальше цена. И из последнего, видите, тоже уперлись в зону лонг-шорт приоритета. Получили здесь небольшую поддержку. АМС был перекуплен, вернее перепродан. Вот здесь ушли в зону перепроданности. Как раз был смысл подобрать лонг позиции. Небольшую часть подобрал. Перевел стоп, поставил стоп в район 115 280, 270, да, вот в эту область пока. Но когда цена пошла немного выше, да, потянул в безубыток на 1%. Это очень удобно ставить на бирже, кстати, 1% просто ставишь и все. По нашей стратегии можно торговать разными способами. Вы можете, например, открывать позицию и не ставить стоп, да, а в вашей позиции сразу как вкладываете в этот момент на ликвидации этой позиции и вкладываете свой стоп. Если, например, там с 50 или 100 плечом открываете, да, у вас где-то стоп близко находится. Если маркетмейкер пробивает, уходит вниз, да, выбивает стоп, вы уже дальше смотрите, что вы сделали не так, да, и ищите следующую точку входа. Например. И далее работаем, опять же, по системе. Аккуратно подбираем позиции. Не все они отрабатывают. Некоторые, но большая часть, вернее, в хороший плюс дает захватить рынок. Сбилось. И еще дальше, да, у нас как... кстати, из прошлого, почему также здесь закрывался? Из прошлого у нас был небольшой паттерн дракона, из которого удар хвоста приходился в район 117 240, 430. Вот здесь дракон отработал, вот здесь 18 сентября закрылся полностью. А также у нас был гэп по CME, если вы помните, да, мы его держали очень долго, и этот гэп по CME закрыли в пятницу 12 числа. Гэп по CME был закрыт. И поэтому здесь так и предполагалось, что, скорее всего, будет... Уже мысли тогда еще такие появлялись, что, скорее всего, будет небольшое снижение, но толку этого не принесет. И мы видим, да, что сейчас происходит. В общем, пока ожидаю только более глубокого движения. Возможно, здесь будет какая-то остановка на этом уровне. Еще одно накопление. И у нас здесь соберут опять же такое, видите, да? Левое плечо, голова большая и правое плечо. Пробой трендовый, пробой в общем, локальный трендовый. И поход вначале на высоту структуры, как раз вот она цель наша, 113 300. Ну а далее уже посмотрим по структурно. Так что цели еще ниже есть. Берегите себя. Кто хочет к нам на авторский график Атланта, пишите в личку. Кто хочет получить систему Атланта, также пишите в личку. Вы можете ее всегда себе добавить на графике. То есть у вас будет свой АМС, у вас будет свой Атлант, который подсказывает, когда выгоднее вставать в лонг, в шорт, на дневном таймфрейме, на 4-часовом, часовом, 15-минутном. И также у вас будет свой Атлант MACD настроенный. Также подсказывает, да, когда имеет смысл разворачиваться. То есть у нас вот здесь тоже видно светло-зеленый, это максимум
по рынку, да, идет максимум, и дальше начинает на снижение. То есть сила быков заканчивается, средние скользящие. И здесь где-то, возможно, будет пересечение, да, и можем хорошо еще так вниз провалиться как раз-таки к целям. Опять же, посмотрим, как здесь себя поведет. В прошлый раз вот здесь у нас разворот, вот здесь, вот в этой точке, да, как раз зона неопределенности, и от нее мы пошли разворачиваться. Здесь точка зеленая у нас есть, и мы как раз-таки отсюда и развернулись. Немного раньше даже дал, чем Атлант нам дал как раз на пробое уровня шеи нашего паттерна лонг приоритет. То есть в данный момент еще пока по Атланту лонг приоритет, но у нас здесь есть уровень, поэтому нужно смотреть в целом на всю картину происходящего. Ладно, все это у нас опять сильно долго затягивается, этот обзор. В дальнейшем еще запишем. Присоединяйтесь, обязательно ставьте лайк, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии на YouTube-канале. Все, всем удачи. Будьте осторожны, внимательны. Бывают комментарии оставляют различные мошенники, пишут какие-то свои сид-фразы, различные моменты. Думайте своей головой, куда лезете, что делаете. Я торгую, показываю свою вероятность, свои предположения. Все эти моменты не призыв к действию, да, читайте дисклеймер. Это вероятность и то, как вижу рынок я, и то, что делаю я здесь, и то, что буду делать позже. Просто показываю свои, то, как вижу я рынок, да, и то, что какие мои предположения. Что делать на кнопочки вы сами нажимаете на свои. Все, всем удачи, спасибо за внимание, с вами был Атлант и пока.